Добро пожаловать на мой канал. Для тех, кто не знает, меня зовут Василя, и это канал о вязании крючком. На моем канале есть мастер-классы шапок, шарфов, варежки, носочки. Также у меня есть мастер-классы по вязанию корзин из трикотажной пряжи, из полиэфирного шнура, связанными и с деревянными донышками. И также мастер-классы по сумкам. Кому интересно, переходите на канал во вкладку «Плейлисты». А сегодня у нас в мастер-классе шапка крючком с очень красивым рельефным узором. Такой узор подойдет для мужских шапок. Вы сможете связать на любой размер. Резинка здесь очень эластичная. Глубина данной шапки 21 сантиметр. Вы можете изменить глубину шапки, также ширину отворота. Просто необходимо будет набрать больше либо меньше петель. Вот для отворота я набирала 20 петель, здесь 10 сантиметров. Вы можете ее изменить. Либо изменить вот эту вот часть до макушки. На макушку я оставляла 8 петель, а здесь у нас идет вот этот основной узор. Здесь я набирала 30 петель. Можете изменить его. На шапку я использовала пряжу Alize Superlana Classic. Здесь у нас в 100 граммах 280 метров. 75% акрил, 25% шерсти. Цвет данной пряжи 11. У меня ушло меньше одного мотка. Осталось вот столько пряжи. Эту шапку я вязала на размер 55-57. Поэтому вы можете связать и на больший размер с одного мотка. Также нам понадобится крючок номер 4. Пластиковая игла с большим ушком, чтобы стянуть макушку. И маркеры. Маркеры обязательно. Можно использовать просто булавки. Делаем петлю. Заводим крючок. Захватили рабочую нить. Вытянули. Вот это первая воздушная петля. Далее вторая, третья, четвертая. И так далее. Набираем 58 воздушных петель. Старайтесь набирать более свободно, сильно петли не стягивайте. Я набрала цепочку из 58 воздушных петель, и в длину она получилась 34 сантиметра, но в процессе вязания она еще у нас стянется. Сейчас будем вязать первый ряд, и вначале мы будем провязывать вот эту вот часть. Это у нас резинка, отворот будет. Затем провязываем основную часть шапки и в конце уже формируем макушку. Где у нас кончик нити, здесь мы будем формировать макушку с этой стороны. А вначале мы будем провязывать резинку. В конце делаем одну воздушную петлю. И вяжем со второй петли от крючка. Первая, во вторую петлю будем вводить крючок и провяжем в начале 20 соединительных столбиков с накидом. Делаем накид, вводим во вторую петлю от крючка, вытянули петлю и ее же протягиваем через 2 петли на крючке. Удобнее всего повернуть крючок слегка в сторону и протянуть через 2 петли. Вот эту вот крайнюю петлю отмечаем маркером. Это мы провязали первый соединительный столбик с накидом. Провязываем еще 19. Получается всего 20 петель мы должны провязать. Делаем накид, вводим крючок, вытянули и через 2 петли на крючке. Следующую. Итак, я провязала 20 соединительных столбиков с накидом. Далее провязываем 30 петель полустолбики с накидом. Делаем накид, вводим в следующую петлю, 3 петли на крючке, провязываем вместе. Вот этот переход отмечаем маркером. Далее снова накид в следующую петлю. И 3 петли на крючке провязываем вместе.
Итак, провязываем 30 петель. Провязываю 30-й полустолбик с накидом. И в конце у нас остается 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 мы провязываем соединительными столбиками. Вводим крючок в петлю. Провязали первый соединительный, второй, третий и четвертый. Соединительные петли старайтесь связать более свободно. И в конце остаются 4 петли. 1, 2, 3, 4. Их оставляем не провязанными. Далее делаем одну воздушную петлю, перевернули и будем вязать второй ряд. Начиная со второго ряда и последующие ряды вяжем, захватывая только заднюю стенку петли. Также вводим крючок со второй петли от крючка и захватываем только заднюю стенку. И провязывать будем во втором ряду до конца только соединительные столбики. И вот в этом месте я покажу, как переставить маркер. Вводим во вторую петлю от крючка, вытянули и провязываем соединительный столбик. Если боитесь потерять вот эти крайние петли, то лучше всего их отмечать маркером. Далее вводим в следующую, также соединительный столбик. Вяжите их более свободно. Провязываем таким образом до маркера. Я покажу, как его переставить. Где маркер, провязываем соединительный столбик. Далее вводим крючок в следующую петлю. Также провязываем соединительный столбик. И уже вот здесь вот отмечаем маркером. Далее до конца провязываем соединительные столбики, и в конце я покажу, как провязать последнюю петлю. Последнюю петлю, вот где у нас маркер, провязываем, захватывая обе стенки петли. В конце каждого ряда всегда делаем одну воздушную петлю. Перевернули. Вяжем третий ряд и в третьем ряду провязываем в начале 20 соединительных столбиков с накидом. Делаем накид, заводим во вторую петлю от крючка за заднюю стенку, вытянули, крючок чуть повернули и провязываем 2 петли на крючке. Крайнюю петлю отметьте маркером. Таким образом провязываем 20 петель, и последний соединительный столбик с накидом у нас будет, где установлен маркер. Где маркер, провязываем последний соединительный столбик с накидом, 20. Далее провязываем 30 соединительных столбиков. Это у нас где идет вот этот основной узор, и на макушку мы оставляли 8 петель. Провяжем также 4 соединительных столбика. Далее опустимся вниз и здесь провяжем еще 4. Получается всего сейчас мы будем провязывать до конца соединительные столбики. Их будет у нас 38. Провязываем первый соединительный столбик. Заводим также за заднюю стенку. Провязали. И вот этот переход отмечаем маркером. Здесь у нас соединительный столбик с накидом. Далее идет соединительный столбик. И вот сюда устанавливаем маркер. Далее провязываем следующую. Провязываем соединительные столбики вот до вот этого маркера. Здесь мы опустимся и провяжем до макушки. Вот я дошла до маркера. Здесь у нас такой вот переход. Здесь провязываем
соединительный столбик тоже за заднюю стенку петли. Вот обратите внимание, здесь еще находится такая вот перемычка. Вот она сверху наша петля. Провязываем соединительный столбик. Далее опускаемся вниз. Для этого вводим крючок вот в эту перемычку. Вот она сбоку находится. Вводим в следующую петлю и провязываем соединительный столбик. Первый, второй, третий и четвертый. Итак, мы провязали третий ряд. Далее делаем одну воздушную петлю. Не забываем, всегда в конце у нас одна воздушная петля. Перевернули и вяжем четвертый ряд. В четвертом ряду до конца провязываем только соединительные столбики. И также здесь необходимо будет перевешать маркер. Провязываем со второй петли от крючка соединительный столбик. Отметьте крайнюю петлю маркером. Далее в следующую. И так довязываем до маркера. Не забывайте, соединительные столбики вяжите более свободно. Где маркер? Провязываем соединительный столбик. Далее провязываем следующую и уже отмечаем маркером. И снова до конца вяжем соединительные столбики. В конце последнюю петлю провязываем за обе стенки. Я провязала четвертый ряд, и далее ряды повторяются с 1 по 4. Не забываем в конце всегда провязывать одну воздушную петлю. Я сейчас с вами провяжу еще один ряд, это будет уже 5, он будет вязаться точно так же, как и первый. Это у нас изнаночная сторона шапки. Здесь у нас идет отворот. Вот это лицевая сторона. Сейчас покажу, как она выглядит. Вот она, лицевая. А здесь у нас отворот, и благодаря тому, что мы вязали один ряд соединительные столбики с накидом, другой ряд соединительные столбики, при отвороте у нас будет вот такая вот резинка. Здесь у нас петельки более такие объемные. Итак, в конце делаем одну воздушную петлю, перевернули и вяжем 5 ряд. Также со второй петли от крючка вначале провязываем 20 соединительных столбиков с накидом. Делаем накид. Провязали первый соединительный столбик с накидом. Крайнюю петлю отметьте маркером. Следующая. Итак, провязываем соединительные столбики с накидом до маркера. Где маркер? Провязываю 20 соединительный столбик с накидом. Далее 30 полустолбиков с накидом. Делаем накид. 3 петли на крючке провязываем вместе. И переход отмечаем маркером. Далее второй полустолбик с накидом, третий и так далее, 30 полустолбиков с накидом. И в конце у нас останется 8 петель. 4 петли мы провяжем соединительными столбиками и 4 петли оставим. Я провязала 30 полустолбиков с накидом. Провязываем 4 петли соединительными столбиками. Первый, второй, третий и четвертый. И 4 петли оставляем не провязанными. Итак, мы провязали 5 ряд, так же как и первый.
Далее воздушная петля, перевернули и вяжем, получается уже 6-й ряд, точно так же, как и 2-й, будут только до конца соединительные столбики. Изначально, когда мы набирали цепочку из воздушных петель, она у нас была в длину 34 сантиметра. И, как я говорила, в процессе вязания полотно сжимается. И сейчас у нас уже здесь 30 сантиметров. Далее провязываем ряды на длину, которая вам необходима. Вот такое получилось у меня полотно. Осталось вот столько пряжи. Здесь хватит пряжи еще на рядов 8. Вы можете продолжить вязать далее. Я провязывала на размер 55-57. И сейчас скажу, сколько у меня получилось по резинке. Здесь у меня приблизительно 44,5 сантиметра. Резинка очень эластичная и хорошо тянется. Вот это у нас лицевая сторона. Вот таким образом будет отворот. Изнаночная сторона выглядит вот так. Здесь вот более ровная она. И нам осталось только сшить шапку. Это у нас идет изнаночная сторона. Вот эта часть у нас идет отворот. И поэтому для начала мы по изнаночной стороне вот здесь вот прошьем где-то 15 петель в начале. Затем перевернем и будем уже прошивать по лицевой стороне. Складываем вот таким образом. Вот у меня петля. Рабочую нить оставляем внутри шапки. С этой стороны находим крайнюю петлю. Крючок будем вот здесь вводить в каждую петельку. В крайнюю петлю вводим крючок и вытягиваем нить. Далее, для начала с этой стороны, вот идут косички, мы захватываем переднюю стенку петли. А здесь крючок вводим под каждую петлю. Первая петля мы провязали. С этой стороны тоже первую петлю мы не захватываем. Захватываем вторую за крайнюю стенку петли. Далее с этой стороны во вторую петлю вытягиваем и через петельки протягиваем. Провязали соединительный столбик. Далее с этой стороны снова за переднюю стенку петли, следующую петлю и провязали. Это я провязала уже, получается, первую, вторую, третью петлю. Далее 4-я. Провязываем где-то 15 петель таким образом. У нас будет образовываться вот такая косичка, и вот эта часть у нас будет отворот. И здесь шва не будет видно. Вот я провязала 15 петель, далее ниточку побольше вытягиваем и теперь шапку переворачиваем. Ниточку также уложили, чтобы она была вот здесь вот с этой стороны. Вот наша петля. Теперь нам осталось провязать до конца, до макушки. Здесь у нас теперь косички находятся вот с этой стороны. Для начала крючок заводим здесь, захватывая теперь заднюю стенку петли. Вот она. И с этой стороны сверху вводим крючок под следующую петлю. Так, вот это у нас провязано под следующую петлю. Так, ниточку рабочую опускаем вниз. Вытянули и провязываем также соединительный столбик. Далее здесь снова под заднюю стенку петли, с этой стороны сверху в петлю захватили, провязываем.
Вот я прошила до конца. И здесь получается вот такой вот совсем незаметный шов. Его не видно. Ниточку от клубка обрезаем, оставляем кончик нити для того, чтобы стянуть макушку. Протягиваем через петлю, полностью вытянули, и нить продеваем в иглу. Теперь по кругу мы должны собрать петли. Вот здесь вот такие петельки есть, вот они. Сюда продеваем иглу и собираем. Теперь аккуратно стягиваем. Это у нас лицевая сторона. И затем иглу выведем на изнаночную сторону. Сильно не тяните, чтобы у вас нить не порвалась. Стягиваем потихоньку. Затянули, и теперь еще раз по кругу проходимся иглой. Стягиваем. Итак, макушку мы собрали. Вот здесь у нас идет соединение. Вот наш отворот. Вот такая вот получилась у нас шапочка. Очень красивая, с таким рельефным узором. Надеюсь, вам все было понятно. Не забудьте подписаться на мой канал и вяжите вместе со мной.